Привет, друзья! За моей спиной московский вокзал. Мы на площади Восстания. И сегодня я вас приглашаю прогуляться по окрестностям Староневского проспекта. По самому Староневскому мы уже гуляли. А сейчас хочу вам показать то ли трущобы, то ли не трущобы окрестностей Московского вокзала. Для этого мы двигаемся в сторону улицы. Она у нас как раз продолжение, скажем так, Невского проспекта практически. Думаю, каждый согласится, или каждый хотя бы слышал, что Петербург — это город контрастов. Вот эти контрасты мы сегодня постараемся разглядеть. Наверное, только в Петербурге можно повстречать мрачные руины дореволюционных построек с зияющими глазницами выбитых окон. К сожалению, такой контраст не всегда приятен. Но есть и положительные подвижки. С каждым годом подобных районов в северной столице становится все меньше и меньше. Гончарная. На Гончарной мы. Что-то я попутал. Остались еще в Санкт-Петербурге целые кварталы настоящих трущоб, от одного вида которых сердце обливается кровью. По крайней мере, такие пару лет назад еще были. Я говорю о улице, которая нас ждет впереди. Но все по порядку. Хотя ладно, говорю я про улицу Тележную. Слишком много внимания я ей уделять не буду, ее истории. Просто скажу вам, что фактически она является ровесником Невского проспекта и задумывалась как дублер Невского в этой части. Впоследствии район как это слово-то подобрать, маргинализировался в силу того, что был построен железнодорожный вокзал, тогда Николаевский. Да и в принципе тут район Лиговка-Ямская. То есть ямщики тут располагались. Свое название Тележная получила в 1836 году. До этого она именовалась сначала Новой Перспективной, потом Малой Невской, подходившейся на ней торговым рядам. Основным направлением торговли были как раз телеги. Так, сейчас я где-нибудь здесь остановлюсь. Потому что мы как раз напротив одного из интересных домов. Конечно, особого внимания на застройку обращать нет смысла. Подавляющее большинство зданий на Гончарной улице было выстроено во второй половине 19 века. В эпоху расцвета эклектики. Но если на других улицах Петербурга вы можете повстречать настоящие шедевры, эклектики, то на Гончарной большая часть домов построена на малые средства, поэтому никакой
изящности в них нет. Но вот нам встречается здесь исключение. Я бы хотел отметить дом лейтенанта флота Юлия Цезаря Павловича Корсака. Вот уж действительно необычное имя. Выбрали ему родители. Построенный по проекту архитектора Брожовского в 1894 году. У этого здания очень интересно оформлена входная группа. Два прохода выполнены в виде классических портиков, разделенных круглой аркой, ведущей во внутренний двор здания. Ну и по большому счету здесь на Гончарной рассказать-то интересного нечего. Сейчас дойдем до улицы Полтавской. В нее у нас Гончарная прям упирается. Причем любопытно, что если мысленно продлить Гончарную улицу, то она войдет в створ как раз Тележной. Однако в наши дни эти две улицы разделены несколькими домами, стоящими на пути их пересечения. И в какой-то мере это можно назвать градостроительной ошибкой 19 века, которую в наши дни уже, конечно же, не решить. Потому что дома, стоящие на пути Гончарной улицы, обладают исторической и культурной ценностью. Так что их снос попросту недопустим. Так, все-таки давайте добегаем до Полтавской и там повернем направо. Сразу забегая вперед, там нас ждет местный Кремль. Конечно, можно попробовать и двором на Тележную выйти. И, в принципе, этот план осуществим. Но мы препятствия в виде домов сейчас обойдем вокруг. Ну и заодно я вам покажу Кремль. Вот по Гончарной все, кто едут по Невскому и после площади Восстания, им просто приходится ехать именно по Гончарной, чтобы вернуться обратно на Невский проспект. Это так спроектировано движение, что в этой части по Невскому разграничено движение. Оно навстречу получается. Вот уже виднеются стены . Вот, мы с вами сворачиваем с Гончарной улицы направо, на Полтавскую улицу, дабы преодолеть препятствия в виде домов. Ну и необычный для Петербурга пейзаж — это Кремль.
вот уж точно радость для конспирологов. Как вот вы сможете объяснить и пояснить в Петербурге средневековой крепостной стену? Ведь город-то основали в 1703 году. Нестыковочка получается. Может быть, это сохранившиеся следы допетровской архитектуры города? А Петр никакого окна в Европу-то у нас и не прорубал? Конечно же, я иронизирую, никаких тайн и загадок в этом нет. Появление крепостной стены объясняется очень просто. Комплекс построек собора Феодоровской иконы Божьей Матери строился в честь 300-летия рода Романовых на русском престоле. Ну и дабы символически связать эту знаменательную дату с родом Романовых, автор проекта, архитектор Степан Кричинский, предложил возвести собор в стиле русской архитектуры 16 века. Именно тогда Романовы зашли на престол. Ну а крепостная стена была возведена для того, чтобы передать дух того времени, создать ассоциации с Москвой, в которой произошло восхождение на престол Михаила Федоровича, первого русского царя из династии Романовых. Есть, правда, у этих крепостных укреплений и функциональное объяснение. Ею Кричинский отделил прекрасное здание собора от невзрачной территории товарной станции при Николаевском вокзале. Ныне здесь располагается парковка вокзала, и вот как мы видим, новые ЖК. Новые ЖК. Давайте, знаете что? Давайте-ка, знаете что? Я вас свожу в собор. Он сам по себе примечателен и интересен. Я, правда, не знаю, он должен функционировать. По идее. Проект Кричинского получился очень удачным и запоминающимся. Вот только есть у него одна проблема — его расположение. Идея построить собор на задворках Николаевской железной дороги, пускай и недалеко от Невского проспекта, но привела к тому, что о Феодоровском соборе знают единицы, а туристы и не думают по прибытии в Петербург идти от Московского вокзала не в центр города, а в обратную от него сторону. Ну а мы с вами все-таки постараемся заглянуть в собор. Сразу забегая вперед, скажу, что собор двухуровневый. Ну и сейчас пройдем, я сильно разговаривать внутри уже не буду. По идее... Здравствуйте. Сейчас время такое, что служб быть не должно. Мы на первом ярусе. Ну и вот можно проследовать в ту дверь.
Еще есть третий ярус там. Там музейная часть. Про историю собора в советское время рассказывать не буду. Здесь об этом вы можете ознакомиться сами. Здесь на втором этаже частично об этом и так рассказывается. Но скажу лишь, что в советское время собору, конечно же, очень сильно досталось. Ну и его очень отлично восстановили. Вплоть до колоколов, по-моему. Вот тут артефакты советские. Давайте все-таки по лесенке на третий этаж поднимусь. Посмотрим, что там. Должна быть выставка православного искусства. Тут часть. Итак, на стенах присутствуют экспонатов. Дверька закрыта. Ну, значит, часы не часы. Туда пошел. Так, у меня это навигатор сбился. Ошибся этажом. Никого. Есть, конечно же, лавка, книги, иконы, сувениры. Просто монументальная. Была что-то у меня мысль пройтись вот по этому ЖК новому. Но в принципе новый. Главное, мы понимаем, что это место, где
были склады товарной железной дороги. Давайте продолжим наш путь к Тележной. На самом деле, даже вот эта часть крепостной стены и, в принципе, купола Феодоровского собора вы можете заметить, когда вдруг будете проезжать на автобусе по Невскому проспекту между площадью Восстания и площадью Александра Невского. Это будет, если вы в этом направлении вы движетесь по правую руку, то, конечно же, это сразу должны возникнуть вопросики о какой-то стати и что это там такое. Ну вот, я вам показал. Плюс здесь еще очередной новый ЖК строится. Так, мы оказываемся на Харьковской улице, параллельно Полтавской. Если уж совсем прямо мы пойдем, то мы попадем на Невский. Ну или как выражаются некоторые местные, Староневский. А наша цель — улица Тележная. По ней прогуляться. Может показаться, что сие творение историчное, но нет. Это, можно сказать, как по мне, удачный образец новостроя, вписанный в окружающую реальность. Он прям вырви глаз не выглядит. Но вот сейчас на Тележной нам сразу же с порогу явится пример советского, не знаю чего, но это дом, по-моему, 90-х годов. Вот он прямо у нас. Конечно, авторы пытались вторить эркером, там щипцы, щипец сделать на крыше, но, конечно, диссонирует с окружением явно. Тут, конечно, дело вкуса. Но по сути это обычная постсоветская панелька. Хотя вот так, знаете, до Невского всего 125 метров, а тут такое. Но самая-то беда, что таких домов здесь уже несколько, а учитывая то, что в наши дни этот район превратили в настоящую руину, ну, точнее, сейчас уже сначала превратили, а потом из этой руины пытаются вытащить. А исторические здания здесь практически не ремонтируют, это вы увидите. Максимум, что с ними, это консервируют до лучших времен.
Но мы с вами еще впереди увидим парочку примеров. Опять же, вкусовщина, но такого низкосортного современного жилья в плане красот и вкусов. Так, по-моему, мы дом вот сейчас прошли. Немного поговорим и о дореволюционных домах, сохранившихся до наших дней, еще не в плохом состоянии. Один из таких домов был построен в 1909 году выдающимся архитектором Ипполитом Претро. Это у нас что, Тележная 9. Данная работа Претро обладает одновременно чертами позднего модерна и неоклассицизма. От первого у него общая композиция фасада и его асимметрия, а от второго внешний декор, который играет в этом здании особую роль. Прелесть декора в том, что у этого здания заключается именно в деталях. Здесь вы можете встретить и различные сюжеты на медальонах, барельефы с ангелами, и даже уникальную для петербургских фасадов деталь два лебедя в нижней части справа. Вот на окошке справа и слева. В Петербурге всего есть два дома. Вот один из, где с лебедями, но один из них как раз на Тележной улице. Жаль, конечно, что в наши дни это здание находится в настолько плачевном состоянии. Многие декоративные фигуры отвалились от стен дома вместе со штукатуркой, поэтому прохожие просто не замечают. Просто не замечают и не осознают его прелести. Ну да ладно. Мы не такие. Так, вот еще одно здание, дошедшее до нас практически в первозданном виде. Это доходный дом Мироненко, построенный талантливейшим архитектором Петром Батуевым в 1906 году. Здесь мы можем наблюдать типичный для Петербурга рационально-эклектичный модерн, примеры которого можно легко отыскать и в Песках, и в Семенцах, и прочих не очень богатых на период 20 века, конечно же, районах северной столицы. Однако это не означает, что здание не заслуживает вашего внимания. Да, конфигурация его фасадов скучна, но декор здесь вполне милый. Есть и маскароны, и узоры под карнизом. Правда, карниз не везде сохранился. В некоторых местах он отвалился, оставив после себя пустоту и торчащие железные кронштейны. Вот я говорю про правую верхнюю часть над окном. Ну и вот никуда без капромантизма, это я имею в виду там капитальный ремонт, это со сносом зданий. Дом, возведенный в 2008 году, такой постмодернистской стилистике. Эркер полностью стеклянный. Но тут больше-то примечательно и, как для меня, глуповато, это то, что по низу между первым и вторым этажами лицо Александра Невского, а на верхнем щипце Георгий Победоносец. С обеих сторон это здание угловое. Но вот почему-то архитекторы так решили.
Тут с одной стороны бескусица, а с другой стороны какая-то попытка вписать в окрестности. Здесь, конечно же, есть еще одно современное здание, но оно как-то более спокойное, что ли, и поэтому не так на нем взгляд цепляется. Так, давайте я здесь перейду, чтобы показать вам еще одно творение современное. Вот у нас через дорогу тоже куча стекла, стеклянные якобы эркеры, колонны. Ну вот посмотрите соседние дома. Да и, кстати, и вот этот дом тоже. Последний этаж — это уже современная надстройка. Да. И сейчас я вам обратно перебежим на ту сторону. Хочу показать вот дома, которые будут у нас по правую руку. По большому счету я ради них-то и шел поглядеть, как они изменились. Я вам сейчас по ходу движения буду вставлять фотографии, как они, буквально несколько лет назад выглядели. Они были в очень плачевном состоянии, как раз вот это вот прям трущобы были. Но силами частных инвестиций, конечно же, слава богу, эти дома не снесли. А проводят реставрационные работы. Тут полностью, особенно вот этот дом с таким прекрасным щипцом. Изначально, по-моему, окна были тоже полукругом, они повторяли изгиб щипца. Я так понимаю, тут дома-то восстановили, отреставрировали, полностью внутрянку перебрали. И то ли здесь под продажу теперь эти квартиры, то ли это будет гостиница. Пока, слушайте, не знаю. Особенно я помню еще вот этот дом. У него как сквот какой-то, что ли, был. Какие-то окна разбиты, какие-то заколочены. Где-то еще шторы висели какое-то время. Да, отлично. Тут еще пережиток на углу остался. Просто скажу, что изначально за судьбу вот этих всех зданий сражались с двух сторон. С одной стороны, это представители центрального района хотели снести эти здания и благоустроить территорию, построив на ней, само собой, новостройки. А градозащитники были не готовы уступать своим оппонентам. И примерно в 2021 году комплекс аварийных построек на Тележной выкупил бизнесмен Ян Бобрышев. Судя по информации в СМИ, этот человек уже восстанавливал аварийные здания в Петербурге, что, конечно же, не может не радовать. И в интервью пообещал сохранить и отремонтировать проблемные дома. Как мы видим, у него это прекрасно получилось. Конечно, тут надежда только на частный бизнес получается. Город ни копейки, наверное, не вложил.
Тележная улица, конечно же, не заканчивается на этом месте. На пересечении с улицей профессора Ивашенцева, на которой мы сейчас находимся на углу. Тележная идет дальше, плавно переходит в Чернорецкий переулок. На нем с одной стороны располагается промзона лесопильного завода, с другой идет стройка новых жилых комплексов. Ну и в самом конце тут направо корпуса Боткинской инфекционной больнички. Да. Да. Слушайте, на самом деле я сам в легком шоке от увиденного, от изменений. Просто я помню, как Тележная выглядела там 10 лет назад. Как раз 10 лет назад мне приходилось нередко здесь бывать, прогуливаться. Здесь можно и погулять и проходными дворами между Невским проспектом и Тележной улицей. Вот. Сейчас мы выйдем на Невский. Опять же, видите, мы идем под лесами. У нас, как вы помните, в Петербурге этим летом на Невском проспекте творится глобальная реставрация. Фасады все вычищают, вымывают, штукатурку сбивают и накладывают новую. А вот такая история. Видите, тут прям, не знаю, ряд зданий, которые в лесах, и все затянуты вот этой вот маскировочной сеткой, обзовем, которые имитируют фасады. Опять же, можно по-разному относиться к такому рода маскировкам. Ну да ладно. Собственно, если было интересно, лайки и подписки. Хотя я тут немножко тупил везде, сам рассматривая параллельно. Такие вот задворки Московского проспекта, района Лиговки Ямской. Территория параллельна Невскому, то есть Парадному, да, Парадному проспекту, по которому все туристы, конечно, по этой части мало туристов ходят, но все с той стороны Восстания же обычно. Но, друзья, спасибо, что были со мной. Такая вот получилась экспромт. Сильно не планировал, поэтому извиняйте. Сильно тапками меня это не бейте, не закидывайте. Всех, кому есть что-то добавить, жду в комментариях. А если кому-то есть что-то подсказать и меня поправить в плане, что-то я делаю неправильно, всех приглашаю прогуляться со мной и подать мне пример и урок. А если нет, то молчите. Всего доброго, всем пока и спасибо.